Когда думаешь о тайге, то сразу слышится шелест кедров над головой, приятное потрескивание поленьев в костре и звук закипающего в жестяном котелке чая. Но так бывает не всегда. Ведь густой первобытный лес часто становится ареной для удивительных, а порой и шокирующих событий. Так вышло и в нашей сегодняшней истории. Поликарп Михалыч был таежным человеком до мозга костей. К нему тянулись и люди, и звери. Что-то в нем было свое, особенное. Разговаривал старик ясно и тихо, держась скромно, но не заискивающе. Сколько лет ему было, он и не помнил, да и вряд ли это имело какое-либо значение. Был он сиротой, а потому с детства привык к лишениям. В годы войны их детский дом эвакуировали и воспитанников раскидали кого куда. Кого-то за Урал, а кого в Сибирь или на Дальний Восток. Пятилетнего Карпушу отдали на попечение егеря Семена Ильича и его супруги Полины. Это на долгие годы предопределило судьбу мальчика. Тайга ему приглянулась сразу. Поликарпу нравилось бродить в непролазной чаще елово-пихтового леса, ольшаника и белоствольной березы, слушать пение птиц и читать следы. Этой науке не обучит ни один учебник, ибо главы в ней пишет сама мать природа. Семен Ильич многое показал мальчику, и со временем он привык к таежным знакам и звукам, научившись разбираться в них. Крик совы, рев тигра или клич изюбря в период гона был теперь для Поликарпа знаком и понятен. Детство пролетело незаметно, как быстротечное северное лето. Ведь в тайге дети быстро взрослеют, помогая взрослым во всем. С 15 лет парнишка стал ходить с рыбаками-промысловиками по Енисею. Ставил сети, чинил снаряжение, управлялся с рыбой. Всякое бывало. Пару раз даже тонул, попав в шторм. Холодные пронизывающие ветра и ледяная вода не прошли для Поликарпа Михайловича бесследно. Теперь ему жутко досаждал ревматизм и артрит. Женат он был лишь однажды. На Клавдии Степановой, первой красавице в округе. Прожили они, без малого полвека, да вот ушла старушка в царство небесное, раньше супруга. Приболела она, как-то враз осунулась и таяла на глазах, словно огарок свечи. Поликарп, как ни бился, ничем помочь жене не смог. Вот теперь и жил он с тех пор бобылям, один-одинешенек. Одна отрада у него была соседский мальчик Алеша. Своих детей-то ему Бог не дал, вот и нравилось ему баловать мальчугана. То свистульку мальцу вырежет, то пряником сладким угостит или горстью сочной малины одарит. Жизнь у парнишки тоже была не сахар. Мать его, Алевтина, маятилась с хроническим бронхитом, который в местных условиях никак не хотел вылечиваться, а папку его, года два уж как, задавило колодой на лесоповале. Алешка тянулся к старику и был любознательным, впитывая все, словно губка. «Михалыч, а как думаешь, звери говорить умеют? А почему медведь зимой уходит в спячку? А почему волки живут стаями, а рыси нет?» Спрашивал мальчик, питая знаниями свой пытливый ум. «Вот что скажу тебе, Алешенька, всякий зверь, он, как и человек, знает свое место в жизни. Кому хозяином тайги быть, а кому ее чистильщиком, кому хищником, а кому жертвой, закон природы, всяк сверчок, знай свой шесток». Мальчугану нравилось, как дед Поликарп простым языком мог объяснить такие сложные вещи. Не то что Ирина Андреевна в школе, изо дня в день толдонившая непонятные формулы и символы. Так и дружили они, старый и млад, поддерживая друг друга и помогая в трудную минуту. Однажды, старик отправился в лес, за хворостом. Избушка его была на краю деревни, а оттуда было рукой подать до пихтовой чащи и заросли кедрача. Хоть и было еще тепло, но о природном топливе стояло думать загодя. Не зря ведь сани готовят летом. Михалыл шел по извилистой тропинке, которая была ему знакома с детства.
За плечами у него была котомка с нехитрым провиантом, кусочком сала, луковицей да краюхой черного хлеба. В руке старик сжимал небольшой топорик, которым он, по привычке, прореживал раскинувшиеся над тропой побеги ольшаника и молодого дубняка. Мимоходом, Поликарп примечал следы, встретившиеся ему на пути. Вот оттиск выщербленного копыта хромого кабана на глине, а вот следы от когтей тигра на коре громадной акации. А вот, вдруг, Михалыч замер и насторожился, присмотревшись внимательнее, он понял, что его так насторожило. Поперек тропы явственно виднелся огромный, как блюдо для торта, след медвежьей лапы, отпечаток был свежий, и за ним сразу же виднелась цепочка ярко-алых капелек на почве и листве куста лещины. Старик аккуратно двинулся по следу, почему-то внутренне готовясь к чему-то неприятному. К сожалению, предчувствие его не подвело. Следы привели Михалыча к месту, где тропинку перегораживал ствол упавшего дерева. А уже за ним виднелась круглая, словно блюдце полянка. Посредине ее лежала огромная туша медведя. Таких больших старик не видывал сроду. Потому, что над ней витали мухи и прочая живность, он сделал вывод, что он мертв. Подойдя ближе, Поликарп увидел, что бурая шкура животного вся в ярко-алых пятнах, следах от ружей крупного калибра. Вот сволочи убили, так из озорства, не ради шкуры или мяса, негодующе воскликнул старик. Таких извергов ему еще не приходилось встречать. Браконьеры обычно убивают ради шкуры или целебного жира, а тут, вообще из прихоти лишили жизни матераю-самку. Вдруг, из-под массивной лапы животного, показалась мордочка с блестящими, как угли, черными глазками. Старик вздрогнул и отпрыгнул в сторону. Потом, увидев, что его испугало, громко расхохотался. Вот это да! Поглядите-ка, какой малыш! Бедняжка, что же здесь произошло? Медвежонок, устав сосать холодную окоченевшую грудь кормилицы, с недоумением уставился на двуногое существо. Он был еще очень мал и не понимал, почему странные двуногие звери напали на них, когда они с мамой отправились к реке, чтобы полакомиться нежной лососинкой. Рыча от боли, медведица пыталась отбиться от преследователей, но их было слишком много. Убив маму, они долго стояли около ее тела, позируя для фото на память. Это были не браконьеры, а черные старатели, люди лихие и очень опасные. Они мыли золото в реке, следуя за золотоносной жилой, до тех пор, пока не наткнулись на берлогу медведицы. Она провела там уже не одну зиму и произвела на свет больше 20 детенышей. Но именно в этот день ее постигла гибель. Медвежонок, испугавшись выстрелов, просидел в кустах весь день и лишь ночью осмелился подойти к неподвижно лежавшей маме. Он тыкался носом ей в морду, жалуясь, что ему плохо одному, а еще он был голоден и весь дрожал от холода. Говорят, слезами горю не поможешь. Но маленький Мишка плакал, по-своему, горючими звериными слезами, не понимая, что случилось с его мамой и почему она так холодна к нему. Вот таким его и нашел Михалыч. Малютка не ел уж несколько дней, и животик его был не больше детского кулачка. Когда старик принялся почесывать ему шерсть за ушком, мохнатый зверек вцепился в сморщенный палец и принялся грызть его, утробно урча и повизгивая. Поликарп, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, достал из котомки сухари и, покрошив их, выложил перед мальцом. Медвежонок проглотил предложенное угощение, сразу же, не успел старик и глазом моргнуть. «Да ты порядком отощал, бедняжка. Давай я тебя заберу с собой, одному тебе здесь не выжить», — сказал Михалыч и, посадив малыша в заплечный мешок, потопал домой. По дороге он останавливался и собирал для медвежонка сладкую малинку и ежевику. Детеныш, жадно похрюкивая, уплетал лесные ягоды за обе щеки.
Подходя к деревне, старик, увидев играющего с деревенскими ребятишками Олежку, поманил его рукой. «А знаешь, кого я нашел в лесу?» «Никогда не догадаешься», — улыбнувшись, сказал Поликарп Михалыч. Алешка последовал за ним, не отводя взгляда от мешка за плечами деда. Войдя в двор, Михалыч закрыл калитку и осторожно снял с плеч ценную ношу. Мальчонка нетерпеливо заглянул внутрь и взвизгнул от восторга. «Мишка! Настоящий Мишка! Вот это да! Какой хорошенький!» А медвежонок тем временем смотрел на мир осоловевшим взглядом. Его, после нескольких дней голода, теперь клонило в сон. Старик постелил в углу для детеныша овчинный тулуп и бережно переложил его на мягкую подстилку. «Ну что, как назовем лесного сиротку?» — спросил Михалыч у Алешки мальчик, секунду-другую подумав. Сказал: «А давай Гришкой». «Ну, как папку моего». Может, это он и есть, да только в Мишку обернулся, так в сказках бабки Серафимы завсегда происходит. Дед Поликарп согласился, взъерошив мальчонке пшеничного цвета волосы. С тех пор Алеша ежедневно наведывался к старику, стараясь приходить не с пустыми руками. То голубики туесок нарвет, то спелые земляники соберет или пяток хариусов на реке изловит. Медвежий сын был всеядным и покушать очень любил. На пару с Михалычем они быстро откормили малыша, отчего он сразу стал похож на огромный мохнатый мяч. Алешка много времени проводил с мальцом-медвежонком, играя с ним в шуточную борьбу. Однажды он случайно увидел, что Мишка как-то особенно настораживает ушки при звуке музыки, доносящейся из радиоприемника. Мальчонка с детства не расставался с губной гармошкой, подарком отца. Он выменил ее у заезжих торговцев на десяток соболиных шкурок. Алешка поднес ее к губам и наиграл знакомый всем мотивчик из одного очень известного фильма. И, к его удивлению, Гришка стал на задние лапы и стал ходить из угла в угол, словно заведенный, дед Поликарп. «Дед Поликарп, посмотри, что Гришка умеет выделывать», — ошеломленно прокричал Алеша. «Вот это да, видимо, у нашего Мишки со слухом все в порядке», — рассмеялся Михалыч. С того дня мальчуган принялся разучивать с Гришкой разные номера, подыгрывая ему то на гармошке, то на балалайке. Со временем это стало получаться все лучше и лучше, да ты настоящая звезда. «Тебе бы в цирке выступать, в столичном», — мечтательно проворил Алеша, обнимая мохнатого друга. Но до больших концертов им было еще далеко, поэтому музыкальная парочка показывала небольшие номера на заднем дворике усадьбы Михалыча. Местная детвора, да и взрослые тоже, гурьбой валили на представление. Медвежонок не только ходил на задних лапах, а и подпевал в такт музыки, качая при этом головой. В качестве платы за представление брали все, кто что принесет: конфеты, вареную брюкву или тыкву, мисочку малинки или горшочек меда. Гришка был большой охотник до сладостей. Аппетит его был неуемным, но и рос он при всем этом очень быстро. Медведю необходимо было набирать вес, ведь зимой его ожидала долгая спячка. Иногда Алеша выходил с Гришкой в лес. Они прогуливались лесными тропками, исследовали берег реки, Мишка даже пробовал поймать быструю форель, но она ускользнула меж его лап, махнув на прощание хвостом. Как-то раз мальчик увидел, как на мелководье что-то блеснуло среди речной гальки. Наклонившись, он взял странный предмет в руки. Он оказался холодным на ощупь и желтого с оттенком рыжины цвета. Алеша положил его в котомку, не зная, что это за камень, решив при случае показать его деду Поликарпу. Вдруг чуть поодаль он увидел еще один желтый камушек. Вдвоем с Гришкой они собрали добрую пригоршню неизвестных кусочков и отправились домой. Там, показав находку Михалычу, мальчик был удивлен, увидев его горящие глаза. «Ты знаешь, что это?» «Это ведь золото, малыш. Самородки, понимаешь?»
Их можно сдать государству и получить свой причитающийся процент. Теперь и Алише передалось возбуждение старика, можно будет маму мою вылечить, к морю южному свозить. И Мишке уютный домик построить, я видел такие по телевизору, там один охотник, мастерил подобные. В Канаде сокровища решили хранить в подвале, в крынке из-под молока. Михалыч обещал разузнать, что да как, а уж потом обменять самородки. Приближалась зима, не самое лучшее время для путешествий. Ведь до городской цивилизации добираться было не одну неделю. Осень в тайге очень быстро переходит в зиму, затяжную и снежную. Гришка уже который день чувствовал слабость и непреодолимое желание спать. Поликарп Михалыч знал, что творится с медведем, а потому оборудовал для него место в подвале. Сено принес душистого, еловой хвои насыпал. В общем, вышло для медведя, самое что ни на есть, настоящая берлога. Так, в первых числах декабря, устроился Гришка на зимовку. Алише было грустно без мохнатого товарища, но он понимал, что против природы не пойдешь. Приближались рождественские праздники и в школе, дети наперебой хвалились, что подарят им родители. Молчал лишь Алеша, знавший, что мама его, Алевтина, уж какой месяц хворает, морщась при каждом вздохе от грудной боли. «А тебе мамка что подарит, Лешка? Опять фантик от конфет или шишку кедровую?» Не утерпел Ванька Курицын, стараясь как можно больнее поддеть одноклассника. Сам он был не богаче него, но предпочитал не говорить об этом. Его отец на днях только с зоны вернулся, весь в наколках с головы до пят. Пьет уж который день подряд, обмывая с дружками-рецидивистами очередную амнистию. А я себе скоро сам подарки покупать смогу. У меня вон, в подвале, полная крынка самородков. Я и себе, и матери, и всем друзьям подарков накуплю, прокричал Алеша, сглатывая слезы от обиды. Ой, хорош заливать-то. Самородки у него, ага. Держи карман шире. Чем докажешь, что не врешь, насмешливо сказал Ванька. А вот те крест, взволнованно ответил Алешка и трижды осенил себя крестным знамением. Для деревенских мальчишек это была высшая мера правдивости. В таежных семьях было не принято жонглировать именем Бога. Поэтому местная ребятня Алешки поверила и с восхищением взирала на него, словно это был волшебник изумрудного города. А Ванька Курицын затаил злобу. Был он мстительным, как хорек, и долго терпеть не смог, а взял да и рассказал папане об Алешкином золоте. Глаза Никанора хищно вспыхнули. Не врешь, спиногрыз. Да нет же, он мне сам говорил, при свидетелях, в подвале оно спрятано, оправдываясь, проговорил отпрыск. Ладно, посмотрим, что там, сейчас вот пол-литровку тяпнем и пойдем. Глубокой ночью Никанор Курицын с двумя подручным подошли к избе старика. Постучались. Дверь открыл Алеша. Он в этот вечер остался с дедом, почувствовавшим себя неважно. Мальчика и старика Поликарпа, бывшие зеки, тут же связали, заткнув кляпами рты. А потом отправились к подвалу. Открыв дверь, они сразу почуяли неладное. Уж слишком густым звериным духом пахнуло им в лицо. Так бывает, когда в жаркую погоду стоишь в зоопарке у клетки с хищниками. Будь они хоть чуть трезвее, возможно, и насторожились бы, но сегодня им море было по колено. Грабители спускались ниже и ниже, предвкушая легкую наживу, как вдруг увидели громадную фигуру и два мерцающих в темноте глаза. Отпетые рецидивисты поняли, что разбудили свое лихо, в лице хозяина тайги, бурого медведя. Наверное, их крики слышали даже в соседней деревне. Гриша, потревоженный в зимнюю спячку, был явно не в духе и раздавал оплеухи направо и налево. Яростно рыча, он погнал грабителей к выходу. Оттуда они, направленные его могучей лапой, вылетали, как тряпичные куклы, на их крики сбежалась полдеревни, в том числе и участковый Козьма Фролов.
Недолго папашка Ваньки Курицына с друзьями погуляли на свободе. Теперь им светит новый срок, вдвое больше прежнего. Гришка лизнул Олежку в щеку и коснулся лапой Михалыча, а после, успокоившись, отправился спать до весны. Он еще не знал, что вскоре станет знаменитым артистом и будет гастролировать с Олешей по всей стране и ближнему зарубежью. Золото. Весной Михалыч сдаст государству, и они с мальчиком получат положенные им проценты Левтине Павловне, маме Леши. Черноморский климат пришелся по душе, и ее бронхит, как рукой сняло. Она чувствует себя прекрасно и радуется каждому дню, проведенному под ласковым южным солнцем. В общем, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.